Приветствую! Как я анонсировал в моем предыдущем видео, сегодня распакую этот мелкий пакет с компакт-кассетой. Захотелось мне иметь в моей коллекции кассету с катушками, бобинками. Это моя первая такая кассета. Попалось на eBay.com несколько предложений, в том числе и известные бренды TEAC, Tascam и Color. Судя по отзывам блогера Евгения Омского, лента в последней кассете годится для качественной записи, а Tascam не заслуживает внимания. А вот запечатанная кассета с обозначением Pro 2 UR52 мелькнула в видеоролике на YouTube лишь у одного коллекционера. Он предположил, что она изготовлена в Китае. Мне же показалась она наиболее интересной для меня лично и моих зрителей, так как никакой информации о ней практически нет. Приобрел по ссылке, которую разместил в описании этого видеоролика. Доставили в Беларусь из Испании чуть менее чем через 2 месяца, несмотря на то, что Запад отгородился от нас железным занавесом. Полная цена кассеты около 82 евро. Это моя самая дорогая кассета в коллекции. На таможне посылку вскрывали, поэтому я не уверен, что в ней есть кассета. Но по бренчанию, по звуку вроде похоже, что она есть. Так, тут таможенная декларация. 2 экземпляра. Итак, вскрываю. Так, и она уложена еще в пакет. Вот такая кассета, но только с позолоченными катушками, представлена на сайте aquabass.com в соответствующем разделе аудиокассеты Reel to Reel кассет, куда не вошли модели известных фирм. У меня модель с серебристыми бобинками. Она мне показалась наиболее привлекательной. Сквозь прозрачную обертку можно увидеть кассету с алюминиевыми катушками. Я уже вижу, что корпус кассеты имеет то ли грязные пятна, то ли потертые места. И левая катушка слегка вот здесь вот погнута. Когда вскрою упаковку, будет видно лучше. На серебристой обертке и на серебристых катушках указан бренд Pro 2 и обозначение UR52. Это же обозначение здесь указано на каждом из торцов. Что означает Open Reel? И хронометраж ленты 52 минуты. Лента первого типа, намотка ее явно выходит за границы катушек. На обратной стороне упаковки никакой информации о производителе нет и не указана страна происхождения, рынок, для которого она выпускалась, и год выпуска. Но поскольку купил я ее в Португалии, могу предположить, что эти кассеты выпускались в Европе для собственного пользователя. В этом тексте говорится о том, что используется высокоточный механизм, и вновь разработанные алюминиевые катушки имеют меньшую инерцию и обеспечивают высокую скорость движения ленты. Возможно, была версия подобной кассеты Pro 1. Я не коллекционер, мне интересно, годится ли лента в этой кассете для качественной записи музыкального материала, поэтому я ее вскрываю. Вскрываю классически. Если получится, конечно. Так кассета выглядит с лицевой стороны, с торца. С обратной стороны. Открывается без щелчка. В комплекте компакт-кассета с катушками. Стикер из тонкой глянцевой бумаги. Не яркий, а бело-серый. Причем все элементы хорошо прорезаны практически вот насквозь. И вкладыш. Он с разворотом. Опять же не цветной. Изнутри он такой же, как и снаружи. То есть его можно вывернуть. Единственное отличие: на развороте только изнутри есть линейка под трек-лист, а снаружи он чисто белый. Футляр полноформатный, имеет в качестве стоперов значки Mercedes, они даже как в оригинале в кружке. Бренд и производитель тиснением здесь не указаны. Все углы на торцах рифленые, между ними гладкие вставки. На верхнем торце отпечаталась серебристая краска с обертки. Пластик жесткий, но имеется вот оплавление в этом углу. Такой дефект. Кассета в разборном корпусе, имеется 5 серебристых винтов. Сам корпус прозрачный, большое прозрачное окно. Вот здесь вот есть такая полоса для наклейки стикера. Фактура в клеточку, как на китайских кассетах. Единственное, что в левом нижнем углу есть тиснение стороны A, с обратной стороны литера B. Кассета не оснащена антифрикционными подкладками, они как бы здесь не нужны, так как лента зажата в алюминиевых катушках. Но эти же катушки своими острым краем
обрисовывает окружности внутри корпуса при своем вращении. Цвет катушек хромированный, очень привлекательно смотрится, и уже здесь видно, что раккорд голубоватого цвета. Снизу очень широкая подушка, я как и сказал, голубоватый такой раккорд. Металлическая экранирующая пластина также имеется. Раккорд хорошей длины, склейка. В начале покрытие ленты некачественное, с буграми и ямами. Есть замятие, лента вращается с трудом. Далее замятие очень сильное. Такой залом ленты вдоль края образовывается из-за неровности поверхности катушек, так как они имеют небольшую волну, то есть не идеально плоские. И вот так зажимают ленту. Покрытие ленты улучшилось, она темно-шоколадного цвета. Мне интересно, сможет ли тракт записи магнитофона автоматически откалиброваться под ленту с такой деформацией. Корпус, оказывается, в этой кассете универсальный. Вот на торце, серийника во всяком случае не вижу, но есть блокираторы под запись, под второй тип, немножко в углублении, и даже под четвертый тип, под металл. То есть этот корпус может использоваться с лентой разного типа. Собственно, и на вкладыше есть позиция для того, чтобы указать тип ленты. Normal, High, Metal. Кассетная дека Pioneer CT 777 готова оценить возможности этой ленты. Но сначала немножко перемотка. Она немного шумная, так как алюминиевые катушки трутся краями о пластик внутри корпуса. При воспроизведении этот шум отсутствует. В режиме записи подаю на вход кассетной деки звуковой сигнал частотой 315 Гц с уровнем 0 дБ. Запись. Сигнал на ленте имеет небольшой разбаланс и общее падение до минус 4 дБ. Теперь автоматическая калибровка BLE. И несмотря на деформацию ленты, результат есть. Подстроенный уровень сигнала, токоподмагничивание и эквализация. Слушаем, как запишется теперь сигнал частотой 315 Гц. Вот сигнал, подаваемый на вход кассетной деки. Это сигнал ленты. Послушаем его звучание. Сигнал на входе, сигнал с ленты. Очень заметны шумы и искажение сигнала на этой ленте. Стоп. А теперь я запишу на эту кассету одну музыкальную композицию из бесплатной фонотеки Epidemic Sound с уровнем сигнала плюс 3 дБ, значок Dolby. И поскольку лента в ней не отличается качеством, буду использовать во время записи систему шумопонижения Dolby C. Я уже делал запись музыкального альбома на другую кассету с этой системой, и мне понравился результат. Но не забываем, что система Dolby нужно использовать и при воспроизведении записанного таким образом материала. Поэтому вы услышите результат именно воспроизведения. Итак, слушаем. They said she won't work the way that I want. It don't matter cause I want you the most. And if I can't be close to you, no matter what I try to do, another 100 times I make it right next to you. My memories follow me until I get it right. Whoa, nah, 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 oh baby, oh yeah. The smell of you, I know it's right in the air. I'm still chasing you cause I know this is not enough. If you can be next to me, we'll feel like we're just meant to be. I need you for life. If I don't make it tonight, then luckily there's always tomorrow in my formula. 오늘은 꿈을 찾을게. Formula. 너만이 그게 가능해. Formula. Oh, it's only for you. If you don't fit in there, I guess nobody will. Yeah. It's evening time. I think we're getting there midway. I'm all in it right now. Me up, so don't matter many times. Yeah. It's orange outside, and I feel it right now. Yeah. But you've been looking so lost. Oh yeah, 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 yeah. I was just pulling out that alchemy, and just like that,
be a finale. But I miss one thing and you know it's gotta be you. 면 돼 그냥 빨리. I'ma go keep looking for you till dawn. Cause I guess my plan or whatever is all about you, my baby. It's not enough if you can be next to me. We'll feel like we're just meant to be. I need you for life. If I don't make it tonight, then luckily there's always tomorrow in my formula. 오늘은 봄을 찾을게. Formula. 너만이 그게 가능해. Formula. Oh, it's only for you. If you don't fit in there, I guess nobody will. Yeah. Let me find you. Let me look for you, my love. Let me find you, my love, my baby. Oh, yeah, yeah. Oh, it's not enough if you can be next to me. We'll feel like we're just meant to be. I need you for life. If I don't make it tonight, then luckily there's always tomorrow in my formula. 오늘은 봄을 찾을게. Formula. 너만이 그게 가능해. Formula. Oh, it's only for you. If you don't fit in there, I guess nobody will. Yeah. Замерил в магнитофоне хронометраж кассеты. Счетчик в деке показал длительность каждой стороны 30 минут и 16 секунд. Получается, что кассета на 60 минут, а не 52, как заявлено. Эта компакт-кассета неизвестного происхождения исключительно для маркетинга, то есть привлечения внимания, рекламы. Выглядит как самоделка. Я послушал запись через акустическую систему, сравнивая с цифровым источником. На мой слух, запись на ленте с включенной системой Dolby C звучит чисто, но эта лента невысокого уровня первого типа. И слышно, что края диапазона съедены. То есть не такие яркие высокие частоты, хотя они присутствуют, и не такие глубокие низкие частоты. Но если не сравнивать с источником, то запись вполне нормальная. Именно нормальная, как тип этой ленты. Цена модели Pro 2 UR52 82 евро с доставкой НДС очень сильно завышена, поэтому рассматривайте другие кассеты с катушками для покупки. А я что хотел, то узнал для себя и рассказал вам. Ну купил и ладно, для того чтобы продемонстрировать ее подписчикам канала, не жалко уплаченных денег. Запишу на эту ленту какой-нибудь сборник диска 80-х и будет у меня демонстрационная кассета с бобинками. А я благодарю вас за оценку этого видео и подписку на мой канал в YouTube и Яндекс.Дзен. Всем удачи и пока!